Неуклюжий медвежонок смешно сопел, пытаясь пройти через кусты. Он был голодный, и сил оставалось совсем мало. Что-то страшное произошло с его мамой, потому что она не вернулась в уютную берлогу после охоты. Издалека малыш слышал странные громкие звуки, но не понимал, что это. Когда мама не вернулась еще через день, медвежонок решил выбраться наружу. Он сильно хотел есть, но вокруг из еды не было ничего, что ему бы подошло, и он осторожно отправился в путь, сам не зная куда и зачем. Малыш почти потерял сознание, когда краем глаза заметил движение зверя, который смотрел на него и тяжело дышал. От испуга Кроха вздрогнул и закрыл глаза. Потом он почувствовал, как его взяли за загривок и понесли куда-то. Путь был не близкий, и последнее, что запомнил медвежонок, были странно сложенные деревья. Иван Ильич прожил в этих краях последние 15 лет, с того времени, как вышел на пенсию. На окраину деревни часто наведывались лисы, и старый друг посоветовал Ивану завести собаку. Так во дворе появилась Найда, роскошная длинношерстная овчарка. Щенок быстро рос, поражая умом и сообразительностью. Как только Найда подросла, Иван с женой стали брать ее с собой в лес за грибами и ягодами. Со следующей весны Найда стала пропадать. Сначала ненадолго, а потом могла уходить со двора на целый день и появлялась к вечеру. Со временем к этому привыкли. Пришла пора Найде стать мамой. Пополнение ожидали с волнением, первый раз все-таки. В назначенный день Найда привела 4 малышей. 2 девочки и 2 мальчика. Точные копии мамы, уже будучи крохами, поражали красотой. Найда оказалась заботливой мамой и ни на секунду не отходила от потомства. Щенки росли не по дням, а по часам, окруженные любовью и заботой пушистой мамочки. Преданная собака попросилась в лес. Иван отпустил, ни о чем не беспокоясь. Когда собака вернулась, даже не заметили. Только через пару дней Иван обратил внимание, что что-то не так в собачьей семье. А когда присмотрелся, ахнул. Под боком у Найды стало на одного щенка больше. Раньше было 4, а теперь 5. Как такое возможно? Даже окрас похожий у всех. Приподняли малышей, и только тогда поняли, что новым членом семьи стал маленький медвежонок. Долго думали, откуда он мог взяться. Объяснение было только одно. Собака сама его и принесла в тот день, когда в лес бегала. В деревне гуляли слухи, что в здешней местности появились браконьеры. Охотились и на медведей, и на оленей, не брезговали всем, что попадется. Так, видимо, и получилось, что они убили медведицу, а малыш остался один. И как только рука поднялась, все ведь знают, что в это время года у медведиц рождается потомство. Подумали и решили оставить медвежонка. Но не вывозить же его в лес в таком нежном возрасте, он от силы пару дней там сможет прожить. Немного подрастет и станут приучать его к лесу, а пока пусть живет здесь. Медвежонок мало чем отличался от щенков, такой же смешной и неуклюжий. Так и росли все вместе. Как только стало возможно, понемногу стали выводить на прогулку. Медвежонок ковылял рядом с приемной мамой по опушке леса и жадно втягивал в себя новые запахи. А та старалась, что-то показывала, учила. Скоро из всего потомства только медвежонок и остался. Щенков разобрали соседи, и всю свою любовь Найда отдавала последнему приемышу. Хотя с каждым днем сын становился все больше. Наступило время, когда Найда снова попросилась в лес, рядом с ней побежал медвежонок. С тех пор их совместные прогулки стали частыми, но они всегда возвращались, пока однажды собака не вернулась одна. Иван с женой поняли. Пришло время отпустить дикого зверя. Животным виднее, когда правильнее всего это сделать. Видно, научила его приемная мама всему, что сама знала, передала опыт и отправила во взрослую жизнь. Правда, потом долго скучала, не отрываясь смотрела в сторону леса, но на прогулку не просилась. Постепенно жизнь вернулась в прежнее русло.
О том, что у них был малыш-медвежонок, стали забывать. По-прежнему ходили в лес и занимались хозяйством. Каждый раз, когда они ходили по грибы или ягоды, собака надолго пропадала в дремучем лесу, но возвращалась и, казалось, была счастлива. В тот раз они сами не заметили, как забрели слишком далеко. Верная Найда в этот раз пришла к ним раньше обычного и вела себя очень странно. Выглядела обеспокоенной, нервничала, а хозяева так увлеклись сбором грибов, что внимания не обратили, пока Иван Ильич не поднял глаза от земли. Он замер от страха. Всего в 10 метров от них стоял матерый волк. Мужчина сразу понял, что волк не один, неподалеку вся стая. Обычно серые хищники не ищут встречи с человеком и не нападают первыми. Что заставило на этот раз нарушить правила, Иван не понял. Может, они слишком далеко зашли на территорию стаи. Может, зверь был зол на них из-за браконьеров. А может, вожак учуял собаку. Можно было только догадываться, но это сейчас было неважно. Найда приняла боевую стойку, оскалилась и негромко зарычала, предупреждая, что будет защищать своих людей. Глаза вожака сверкнули совсем недобро. Кто знает, чем бы закончилась эта неожиданная встреча, если бы позади Ивана Ильича с женой не раздался громкий треск ломающихся веток. Это был медведь. Он и так был огромен, но когда встал на задние лапы, то вовсе показался монстром. Краем глаза мужчина заметил, что Найда не испугалась и не ринулась защищать их. И тут его осенило. Это ведь тот самый приемыш, которого Найда так заботливо принесла из дремучего леса и выкормила своим молоком. Так вот куда постоянно пропадала Найда, бегала в лес проведать своего приемыша. Это для всех он был большой и страшный, а для нее щенок, которого она любила и воспитала. Щенок, который не забыл доброты и не знал другой мамы, кроме той, что его вырастила, и которая сейчас вместе с ее людьми нуждалась в его помощи. Устраивать сражение волки не захотели, грозного рева медведя хватило, чтобы волки покинули поляну. Огромный хозяин леса радовался встрече, как щенок, он кружился на месте и издавал нежные звуки, от которых дрожали кусты, а Найда норовила лизнуть и обнюхать его, убедившись, что с ее ребенком все в порядке. Для медведя эта собака стала мамой и спасительницей, и теперь пришел его черед отблагодарить за все. Через пару минут медведь пошел в лес, ненадолго остановившись на краю поляны, он внимательно посмотрел на Найду, а потом на людей. Казалось, он хотел показать, что их он тоже помнит и не даст в обиду. С того дня Иван Ильич больше не переживал, когда Найда отправлялась в лес. И хоть верная собака была уже далеко не молодой, мужчина знал. Там, среди густых зарослей и буреломов, живет тот, кто никогда не оставит ее в беде. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.